Добрый день, я представитель клиники пластической хирургии JW, пластический хирург доктор Со Мангун. Наша клиника расположена в самом центре Сеула в районе Кангнам, и уже более 20 лет мы проводим косметические операции. Среди докторов нашей клиники я специализируюсь на проведении операций по ринопластике. Я являюсь пластическим хирургом уже на протяжении 21 года. Вначале, конечно, я делал различные пластические операции, однако потому что пластика носа является серьезной операцией с множеством деталей, я лично был всегда очень заинтересован в ринопластике. Именно поэтому, благодаря особой технике, знаниям и навыкам, я стал специалистом по пластике носа. Но и пациентов становилось все больше. Думаю, может, также сыграл фактор, что результат после ринопластики был всегда успешным. Другие операции я специально не избегал, просто пациентов именно по ринопластике у меня было все больше и больше. Поэтому примерно 10-13 лет назад я стал специализироваться только в ринопластике. Видов операций по пластике носа очень много. У азиатских пациентов в основном делаются операции по увеличению спинки носа и удлинению короткого кончика носа. Что касается пациентов из Европы, в нашей клинике очень много пациентов, например, из России. У таких пациентов, наоборот, операции делаются по уменьшению объема носа, кончика носа, по удалению горбинки и коррекции длинного носа. Также делаются операции по коррекции искривленного носа, исправлению функциональных проблем, связанных с дыханием. И, конечно, повторные операции тоже являются одними из самых важных видов пластики носа. Корейские пациенты делают в основном операции по увеличению спинки носа и коррекции короткого кончика носа. Да, многие люди говорят, что носы у звезд эстрады в Корее очень похожи. Порой и самому мне так кажется. Однако в последнее время тенденции меняются. Раньше, например, было очень много пациентов, которые хотели быть похожими на каких-то звезд. Но сейчас увеличилось количество пациентов, которые просят сделать нос, подходящий им к их внешности. Я бы сказал, более естественный нос. Поэтому, мне кажется, в будущем будет все меньше и меньше пациентов с похожими носами, так как многие люди сейчас желают именно тот нос, который подходит им. Конечно, самое главное – это найти хорошего специалиста, сертифицированного хирурга, чья деятельность подтверждена правительством. Это, на мой взгляд, самое главное. Второе, на что необходимо обратить внимание, это стоимость. Очень легко потерпеть неудачу, если просто сравнивать стоимость и выбрать там, где делают подешевле. Я видел много пациентов, которые после подобного выбора вынуждены были делать повторную операцию. Поэтому, конечно, важнее стоимости операции ее результат. А результат операции зависит напрямую от мастерства доктора и его опыта. Поэтому важно знать, какую квалификацию он имеет, как давно доктор занимается этим видом операций, каковы результаты операции, которые он провел. Может быть, хорошим вариантом будет сравнение фото до и после. Может быть, также важно портфолио доктора. Также важно, может быть, что этот доктор проводит обучение других врачей или написал много статей о ринопластике. Может быть, состоит в научном сообществе. Все эти факторы могут указывать на его опыт и хорошую квалификацию. Или можно, хотя, конечно, это будет нелегко, поспрашивать у тех, кто уже сделал ринопластику данного доктора, что они думают о данном враче и какой результат их операции. Пациенты хотят получить от операции разный эффект. У некоторых пациентов даже иногда совершенно невозможные цели. Поэтому, будучи врачом, я думаю, что очень важно рассмотреть, возможно ли той техникой, которая сейчас существует, осуществить то, что хочет пациент. То есть очень важно осознавать возможность осуществления желания пациента. Я считаю, что если пациент желает невозможное по психологическим причинам, то проводить операцию в таком случае нельзя. Также иногда хотят получить точно такую же внешность, как у какой-то знаменитости. И хотя часто технически, скажем так, это возможно, но внешне это может не подходить к внешности пациента. Поэтому важно провести подробную консультацию, чтобы в конечном счете получить естественный, подходящий к внешности пациента красивый нос, о котором нельзя сказать, что это результат операции.